Вы находитесь в отношениях с партнером и чувствуете, что есть какое-то напряжение. Вы изучаете книги по психологии, обсуждаете ваши с ним ссоры с подругами, стараетесь как-то вот понять, в чем же здесь дело. Ну, вроде бы он не бьет, не кричит на вас, какой-то прямой агрессии нет. Вы сами оправдываете его поведение. Ну вот тогда у нас была ссора, да, но он был уставший после работы, или в принципе у него на работе там тяжелый период, или какие-то у него конфликты там с кем-то из родственников, там после болезни. Вы все пытаетесь как-то оправдать эту ситуацию. Вы можете сами обманывать свой мозг, свою логику. Ваш партнер может обманывать ваш мозг. Но есть один детектор лжи, который обмануть невозможно. Меня зовут Евгений Масеев, я врач-психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим о том, как ваше тело кричит, подает сигналы об опасности, в то время пока ваш разум пытается сохранить иллюзию нормальных отношений. Мы не будем сегодня обсуждать абьюзеров, людей с ярко выраженными нарциссическими чертами. Мы сегодня поговорим о вас. Я назову 7 явных, но скрытых от вашего внимания физиологических симптомов, которые прямо говорят о том, что вы находитесь длительно в разрушительных отношениях, вы длительно находитесь в стрессе. В конце видео я расскажу о том, почему не стоит вот эти вот симптомы лечить у врачей и узких специалистов, и как сделать так, чтобы ваше тело перестало разрушаться. Смотрите это видео до конца, потому что оно не только про психологию отношений, но и про ваше здоровье. Давайте начнем прежде всего с физиологии, разберемся, откуда берутся эти странные реакции, откуда берется вот это постоянное физическое напряжение в отношениях, которое потом перетекает в такое истощение. Когда вы находитесь в отношениях с человеком, где ваши отношения прозрачны, где поведение другого человека предсказуемо, понятно, где его намерения тоже плюс-минус примерно понятны, потому что вы находитесь в диалоговых отношениях, вы с друг другом можете легко общаться, вы можете говорить о тех вещах, которые вам не нравятся, и, соответственно, в такой ситуации ваша нервная система находится в тонусе, но это вот такой баланс между напряжением и возбуждением. Вы находитесь в здоровых отношениях, которые именно потому и здоровы, что все ваши системы работают так вот в норме. Когда вы находитесь в отношениях с человеком, который периодически, не постоянно, но вот периодически непредсказуемо вас может как-то подколоть, у которого бывают, опять же, непредсказуемые перемены в настроении, который часто меняет свое мнение, намерения которого вам непонятны, поскольку у вас нет этого диалога, вы постоянно находитесь в готовности к конфликту. Да, эти конфликты могут происходить не очень часто, но вы готовы к ним постоянно. Тонус вашей нервной системы постоянно повышен. У вас постоянно ваша эндокринная система держит наготове адреналин. Все органы и системы у вас находятся в такой перманентной мобилизации, и вы ходите в постоянном напряжении. Вы это ощущаете как какую-то усталость, или там напряжение, и можете списывать это, не знаю, на усталость, просто в такую обычную, на возраст, на плохой сон, на какой-то, не знаю, плохой климат, я не знаю, еще чего-то. Но на самом деле это все является следствием вот этого вот напряжения в отношениях, которое у вас есть вроде бы как на психологическом уровне, но оно же в вас проявляется и телесно. Давайте разберем 7 неочевидных сигналов, которые подает вам ваше тело в такой ситуации. Первое – это мозговой туман или brain fog. Это такая типичная ситуация, которая бывает тогда, когда партнер использует газлайтинг, когда он постоянно перекручивает факты, когда он постоянно меняет свои какие-то намерения. Вот ты с ним договариваешься утром об одном, а к вечеру он уже передумал. Когда у него резко происходят какие-то перепады настроения. Почему это происходит? Первая функция психическая, которая страдает здесь, это внимание. Потому что твое внимание перенапряжено. Вот вы о чем-то договорились с партнером, и тебе нужно в голове держать в фокусе внимания и тот план, который есть, вот основной сценарий, и параллельный сценарий. Потому что, опираясь на опыт, ты понимаешь, что вполне вероятно, что он посреди дня все отменит, все перепланирует, или там начнет мне говорить, что мы об этом вообще не договаривались. Соответственно, твое внимание, оно перенапряжено, потом оно истощается, рассеивается, и как следствие ты перестаешь запоминать какие-то мелкие вещи в повседневной своей жизни. Ты забываешь, выключила ли ты свет дома или не выключила, что тебе кто-то сказал, какие-то простые цифры тебе говорят люди, ты их не можешь запомнить, и ты уже начинаешь думать, что у меня уже проблема с памятью. Проблема не с памятью, а именно с запоминанием. В связи с тем, что страдает внимание. То есть ты находишься в беспокойной ситуации, в перманентной, длительно продолжающейся беспокойной ситуации, где тебе постоянно нужно очень много контроля прилагать к тому, чтобы находиться в этой ситуации, поэтому ты вот от этого страдаешь. Клиенты обычно говорят так, что такое чувство, что в голове какой-то туман, как будто бы я не могу полагаться на свой разум. Я как-то не могу ясно мыслить. Второе, это мышечный панцирь и фоновая скованность. Даже если он заходит в комнату, вы можете заметить, что у вас как-то вы напрягаетесь, и как
ну, какой-то вот панцирь такой вот вроде бы надеваете. Особенно если вы занимаетесь какими-то телесными практиками и у вас есть достаточное количество внимания к своему телу, то вы обязательно это заметите. Напряжение. Бывает, что смыкаются челюсти, бывает, что болит голова, потому что из-за того, что жевательные мышцы напрягаются, начинает болеть голова, мигрень. То есть все эти процессы включаются потому, что вы находитесь в постоянной мобилизации, а когда он приближается, ваше тело автоматически включает этот повышенный уровень готовности. Это такая неспецифическая реакция. Ваше тело, грубо говоря, готовит вас к удару, даже если он никогда в жизни вас не бил, даже если вот основной вот удар, который он может нанести, это такое ледяное молчание. Все равно, когда он находится рядом, когда вы понимаете, что сейчас мы в конфронтации, вы начинаете так зажиматься. Вот эта мышечная скованность приводит к быстрой преждевременной физической усталости. Могут быть мигрени, боли в мышцах. Дело в том, что ваше тело помнит даже то, что ваш мозг старается забыть. Третье – это нарушение дыхания и синдром замершей грудной клетки. Когда вы находитесь рядом с таким человеком, вы замечаете, что вы дышите верхушками легких. Вам сложно сделать глубокий диафрагмальный вдох. У вас голос становится такой вот тихий, и вы говорите немножко тише и как будто бы чуть-чуть выше. У вас могут быть такие короткие апноэ, то есть задержки дыхания, когда вы ожидаете его ответ. Вы задаете вопрос и вот как будто бы замерли, прям не дышите. Это типичная ситуация такого психологического подавления. Когда я рядом с другим человеком, с которым есть конфликт, я не могу позволить себе сделать глубокий вдох, я не могу позволить себе говорить громко, не могу занять больше пространства в этом помещении. Четвертое. Неадекватная реакция на громкие звуки и резкие движения. Когда ты живешь в постоянной атмосфере непредсказуемости, когда ты не знаешь, когда он придет, или что он там, в каком тоне он будет разговаривать, какое у него сегодня настроение, ты находишься в постоянной вот этой вот мобилизации, готовности к какой-то опасности, нервная система становится гиперчувствительной, и ты реагируешь на внезапный звонок телефона, хлопок двери, какой-то звук на улице. То есть ты можешь прям физически вздрагивать, а можешь просто как бы обращать на это внимание, но как будто бы тебя переключает, ты отвлекаешься на эти звуки. Это может быть чем-то похоже на ПТСР, но только заработали вы его у себя дома просто в этих отношениях. Пятое – это неукротимая суета перед его появлением. Вот за это поведение женщины часто сами себя ругают. Вот он должен только прийти, и женщина начинает суетиться дома, устраивает какую-то уборку, вещи перекладывает. Она старается как бы постелить соломку, чтобы ему не к чему было придраться наперед. Это не поведение любящей женщины, которая ждет своего мужчину. Это поведение подчиненного, который ждет проверку. Ваше тело с помощью этой бурной, часто бесцельной деятельности старается справиться с этим колоссальным уровнем тревоги. 6. Это компульсивные репетиции диалогов. Вы едете в машине, моете посуду, чем-то занимаетесь, и при этом ваши губы шевелятся. Вы внутри себя прокручиваете те диалоги, которые могут у вас случиться. Вы простраиваете эти диалоги у себя в голове на 10 шагов, пытаясь предугадать, где он может вас обесценить или как-то подколоть, стараетесь придумать какой-то ответ. Вы об этом постоянно думаете. Это такое внутреннее бормотание, чем-то похоже на руминации. Поскольку в прямом диалоге, как правило, договориться не получается, ваш артикуляционный аппарат и ваш мозг работают на износ, пытаясь как бы вот заранее договориться с человеком, с которым вы вроде как строите совместную семью. 7. Это проблемы с пищеварением и нарушение желудочно-кишечного тракта. Когда мы оказываемся в ситуации острого стресса, у нас вырабатывается адреналин и происходит так называемая централизация кровообращения. Это когда вся кровь притекает к головному мозгу и мышцам, чтобы можно было быстро или убежать, или там догнать, или сражаться. И кровь оттекает от нежизненно важных в момент опасности органов, например, от кишечника, от желудочно-кишечного тракта. В связи с этим, если вы живете в состоянии постоянной угрозы, то у вас возникают проблемы с пищеварением, потому что кишечник как будто бы это не приоритетный орган в ситуации какой-то вот угрозы постоянной. А когда возникают проблемы с пищеварением, дальше возникают проблемы, начинают выпадать волосы, обостряются аллергии. Вы в принципе чувствуете себя какой-то менее здоровой. Вы можете объяснить это как угодно, что это проблема с тем, что просто такой возраст, или не знаю, такое время года, или там проблемы на работе. Но дело в том, что организм просто не может жить в состоянии постоянного стресса. Это для организма ненормально. А теперь самое важное, то, что я обещал рассказать вам в самом начале. Миллионы женщин с этими симптомами идут к узким специалистам, к гастроэнтерологам, к эндокринологам, к неврологам, принимают витамины, антидепрессанты, снотворные. Но это то же самое, что вот у тебя рука над огнем, и ты стараешься ее лечить, при том, что она остается у тебя над огнем. Все эти симптомы – это не проявление какой-то болезни. Это абсолютно нормальная, здоровая реакция на нахождение тебя в нездоровой ситуации, на нахождение тебя в разрушительных отношениях. Все эти телесные симптомы, по сути, ваше тело говорит вам о том, что где-то вы делаете неправильные умозаключения.
Когда вы говорите себе о том, что ну ради детей, наверное, стоит как-то попробовать еще, или ну может я сама виновата, может быть это из-за меня все эти конфликты, тело говорит, что я в эту игру играть не буду. Можешь обманывать себя сколько угодно, с биологией, со здоровьем не поспоришь. И первый шаг к выздоровлению — это признать эту правду. Просто нужно понять, что мое тело не врет, и то, что здесь происходит, это ненормально. Выйти из такой ситуации самостоятельно достаточно сложно, потому что вы истощены. У вас и тело уже на пределе, и психика. Вы длительно находились вот в этом напряжении, и силы уже закончились. Если вы узнаете себя и понимаете, что вот та ситуация, в которой вы находитесь, она для вас неприемлема, если вы понимаете, что отношения, в которых вы находитесь, они разрушительные, обращайтесь ко мне. Ссылка для записи на мои консультации находится под видео. Приходите, будем разбираться. Если вы имеете горький опыт нахождения в отношениях, когда вы чувствуете какое-то напряжение, не можете понять, в чем дело, и только сигналы вашего тела, какие-то, возможно, болезненные, уже подсказывали вам о том, что здесь что-то происходит не так, поделитесь своим опытом, удалось ли вам наладить эти отношения, или удалось ли вам из них выйти, как скоро. Также, если у вас есть знакомые, которым это видео может оказаться полезным, перешлите им, вы можете таким образом им помочь. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, прислушивайтесь к своему телу, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих видео.